Привет всем! Если вы смотрите это видео, значит вам интересно окунуться в необычный мир ролевой игры. Что ж, начинаем. Я сделал текстовую RPG, где можно построить абсолютно уникальный мир, в котором реально все. Здесь нет фиксированных вариантов действий, решаете только вы. Истории рождаются без ограничений, с максимальным упором на реализм. Единственная граница – ваша фантазия. Как это работает? Все просто. Игра полностью текстовая. Мир и события разворачиваются словами, без графики. На первый взгляд это может показаться скучным, но именно текст дает вам полную свободу, которую визуализация в 2025 году обеспечить не способна. Теперь разберем, как устроена игра. Вся она умещается в один документ с инструкциями и правилами. Да, всего один файл, но в нем заложено все, что нужно для полноценного процесса. Он нужен для того, чтобы его изучил искусственный интеллект, который станет ведущим. Без этого документа игра выглядела бы очень сырой. Теперь про способы запуска. Первый способ, самый базовый, сделан для галочки и совсем не рекомендуется. Заходим в чат с любым ИИ, в моем случае DeepSeek. Пишем: «Привет, давай сыграем в текстовую ролевую игру. Ты будешь ведущим, а я – главный герой. Я буду описывать действия героя, а ты – все остальное. Начнем с создания персонажа и сеттинга. Отправляем. Можно играть, но качество будет низким. ИИ будет путаться, генерировать странные события, детские ситуации, и вместо игры получится хаос. Второй способ. Тот самый лучший и самый рабочий. Открываем ссылку на документ Google Docs, который будет в описании. Жмем «Файл» в левом верхнем углу, потом «Скачать». Выбираем PDF, файл скачан. Дальше. Заходим в Google AI Studio, выбираем модель Gemini 2.5 Pro, ставим температуру 0,7. Заходим в Safety Setting и все отключаем. В Media Resolution ставим Medium, но есть нюанс, расскажу позже. Загружаем файл через плюсик. Пишем приветствие, рекомендую из моего описания под видео, играем. ИИ задаст вам несколько ключевых вопросов, а потом предложит заполнить анкеты мира, персонажа и стартового события. Детализацию можно настроить на этапе вопросов. Теперь о нюансах. Media Resolution. Чем выше параметр, тем лучше понимание ИИ, но тем больше тратятся токены. На Medium он четче соблюдает правила, но иногда путается. В одном ответе первую реплику оформил правильно, вторую нет, потом снова правильно. На Low или Default он ошибается реже, но если уж допустил промах, то он продолжит совершать ошибку и дальше ошибок станет еще больше. Я обычно играю на Default. Важно! Если ИИ нарушил правила, даже если ошибка вам удобна, принимать ее нельзя. Любая ошибка открывает дорогу новым. Можно играть и с другими ИИ, но стабильность хуже. Документ оптимизирован под Gemini 2.5 Pro, так как большая часть правил являются уточнениями для Gemini. Где-то он неправильно интерпретировал условия, и правило уточнило, что так делать нельзя. Claude 4 Sonnet. Taking справляется лучше остальных. Он соблюдает правила и не нужны уточненные. Но у нее свои заморочки. GPT-5 требует уточнений буквально на каждом шаге. Не советую. DeepSeek вообще не анализирует, а сразу придумывает свое. Хотите больше креатива? Ставьте температуру 0,7. Хотите максимального реализма и симуляции? Ставьте 0,25 и топ-P равно на единицу. Для расчетов включайте код execution, тогда ИИ сможет запускать код и выдавать точные числа. На этом все. Играйте и наслаждайтесь. Если ссылка вдруг не работает, ищите ее в профиле канала под описанием. Удачи!